Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Кто смотрел мое прошлое видео, тому знакома вот эта салфетка. Подставка под горячее. Она сшита из лоскутов с прокладкой из ватина в один слой. С нижней части она из трикотажного полотна с невысокой махровостью. Салфетка лежала на столе, когда я села за компьютер, и я машинально положила на нее мышку и с удивлением обнаружила, как легко она катается по салфетке, без провалов и сбоев. Что частенько случается, если мышку водить по поверхности стола. И мне пришла очень замечательная мысль нашить ковриков для компьютерной мыши. И я, не откладывая, взялась за дело. Я взяла старый коврик для мышки. Он уже настолько старый, что я его уже и облицовывала и джинсовой тканью, и швы уже полезли, и его давно уже пора менять. И если честно, то им уже и не пользовались. По нему я вырезала выкройку из бумаги. Эту выкройку я сделала чуть побольше, прибавила по краям. Размеры по высоте 25 сантиметров, в самой широкой части 21 сантиметр и в самой узкой части 6,5 сантиметров. По этой выкройке из бумаги я выкроила деталь из ватина и опять сделала припуски. Кроме детали из ватина, я выкроила еще одну деталь из трикотажа для нижней стороны коврика. На ватин накладываю клеевую паутинку и уже на паутинку буду выкладывать лоскутики. Как я это делаю, я показывала неоднократно, то есть кладу обрезки с небольшим нахлестом друг на друга. Иногда на крупный лоскутик могу положить маленький. И тогда под него надо будет подложить клеевую паутинку, небольшой кусочек. А можно промазать клеем карандаш. И вот я закрыла лоскутиками практически всю поверхность ватина, оставив небольшой участок. Заготовку накрываю мокрой тканью и пропариваю. А после ткань аккуратно снимаю. А дальше скалываю. Скалываю нечасто, достаточно прихватить в нескольких местах. Деталь небольшая. И теперь под машинку. Стежку на своей заготовке я начала вот с этого листика. Сначала прошлась по этим линиям, затем по контуру, а затем обвела по контуру и дальше строчила, повторяя эти линии сначала с одной стороны, потом с другой. Если вместо ватина вы возьмете синтепон, то прежде чем стягать, надо будет собранный сэндвич пропарить, чтобы синтепон сплющился. Это и стягать будет легче, и не будет больших выпуклостей между строчками. Для нашей мышки нужна плоская поверхность. А теперь интересная деталь. На узкую часть простеганной заготовки я положу кусочек поролона. Это такая подушечка, на которой будет лежать наше запястье. Это полезная ортопедическая деталь. А сверху накрою поролон лоскутиком и обошью. Лучше всего пришить лоскутик с 3 сторон и в образовавшийся кармашек вложить поролон. И потом прошить с открытой стороны.
И теперь осталось окантовать. И вот готовый коврик. Такой он с нижней стороны. Теперь есть где мышке побегать. И это еще не все. У меня есть вот такие образцы мебельной ткани. И я хочу сшить еще один коврик для компьютерной мышки. Здесь интересный такой спортивный принт, и я им, конечно, воспользуюсь. И коврик этот я подарю своему внуку. Я разобрала образцы. Эти ткани-компаньоны мне не потребуются. Я беру опять свою бумажную выкройку. И мне надо выбрать интересный фрагмент из этого полотна. И вот второй готовый коврик. Я не стала показывать процесс шитья, он понятен. Сшила я его без подушечки. Отстрочку делала по контурам рисунка, по линиям, для того, чтобы закрепить все 3 слоя. Снизу джинсовая ткань, внутри ватин. Коврик получился плотный и вполне себе молодежный, спортивный. И мышке здесь будет хорошо. Если вам понравилась такая идея, поставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, я их с удовольствием читаю. Желаю вам всем здоровья и мирного неба над головой. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.